Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и все те, кто следит за одним из самых резонансных уголовных дел современной Украины, делом об убийстве Ирины Фарион. Меня зовут Валерий Табаков, я юрист, и уже больше года я публично и под своим настоящим именем поддерживаю обвиняемого Вячеслава Зинченко, потому что убежден, против 18-летнего парня нет ни одного прямого доказательства вины, а процесс превращен в политическую расправу. Сегодня я выхожу в эфир, потому что позавчера, 3 дня назад, 2 декабря 2025 года в зале Шевченковского суда города Львов в отношении меня было совершено тяжкое преступление, заведомо ложное показание под присягой. Свидетель стороны защиты, женщина, которую многие из вас прекрасно знают по многочисленным прямым эфирам группы Татьяны Мусихиной, подняла правую руку, дала присягу говорить правду и только правду, и под этой присягой заявила следующее, что я, Валерий Табаков, лично писал ей сообщения на русском языке, что я угрожал ей и ее детям, что я писал дословно: если она придет в суд давать показания, то ее дети останутся сиротами. Я заявляю, это стопроцентная, наглая, циничная ложь. Я никогда в жизни не писал этой женщине ни одного сообщения. Я никогда не угрожал ей и ее детям. Я вообще никогда не имел с ней никакого личного контакта. Ни прямого, ни косвенного, ни в одной социальной сети, ни под своим именем, ни под каким-либо другим. Я единственный Валерий Табаков, который открыто и публично выступает по этому делу. У меня нет анонимных аккаунтов. Все, что я пишу и говорю, только под своим настоящим лицом. Эти слова были произнесены свидетельницей под присягой. Это не просто сплетня в ТикТоке. Это заведомо ложное показание свидетеля в судебном заседании. Это преступление, предусмотренное статьей 384 Уголовного кодекса Украины. А поскольку в этих показаниях, в кавычках, содержится прямое обвинение меня в угрозе убийством, статья 129 Уголовного кодекса Украины, то одновременно совершен и заведомо ложный донос, статья 383 Уголовного кодекса Украины. Я официально заявляю, что в ближайшие дни я приму решение о подаче заявления в Государственное бюро расследований о привлечении этой свидетельницы к уголовной ответственности по обеим статьям. А теперь давайте разберемся, откуда взялась эта ложь и кто за ней стоит. Все прекрасно помнят, что еще некоторое время назад эта же свидетельница в эфирах ТикТок на странице Татьяны Мусихиной громко жаловалась, что ей якобы угрожает Лана. Записи этих эфиров есть, я их слушал, возможно, и вы их также слушали, и тогда главным объектом нападок была Лана.
Но 2 декабря в судебном заседании Лана вдруг волшебным образом исчезла из числа тех, кто угрожал этой свидетельнице. И угрозы вдруг начал слать Валерий Табаков. Очень удобная ротация злодеев, не правда ли? Я задаю один единственный вопрос, который судья, к сожалению, вчера не задал. Где эти сообщения? В какой социальной сети? Под каким никнеймом? В какое время? Покажите хотя бы один скриншот. Ответа нет и не будет, потому что этих сообщений никогда не существовало. Зато точно известно, где рождаются все эти «угрозы» в кавычках. На ТикТок-странице Татьяны Мусихиной и в комментариях под ее видео, где уже больше года работают десятки анонимных аккаунтов с явными признаками российского троллинга и управления из-за пределов Украины. Именно там появляются фейковые Ланы, фейковые Валерии Табаковы и прочие вымышленные персонажи. Почему это происходит именно сейчас? Потому что в группе поддержки Вячеслава Зинченко произошел искусственный раскол. Часть группы во главе с Татьяной Мусихиной уже давно работает в плотнейшем тандеме с адвокатом Игорем Сулимой, человеком, который специализируется исключительно на защите пророссийских коллаборантов и фигурантов дел о государственной измене. Сначала из процесса репутационно выжили адвоката Юрия Немировского, а теперь настала моя очередь, потому что я каждый день указываю на отсутствие прямых доказательств и на грубейшее нарушение права на защиту. Цель предельно ясна – убрать всех, кто мешает вынести неправосудное решение любой ценой. Российским спецслужбам и их агентам влияния в Украине выгодно, чтобы 18-летний парень без единого прямого доказательства был осужден, чтобы потом кричать на весь мир. Вот видите, дескать, на Украине нет справедливого суда. Я официально обращаюсь к судьям Львовского суда Шевченковского района. Зафиксируйте факт заведомо ложных показаний. Я обращаюсь к прокуратуре Львовской области, а также к службе безопасности Украины. Начните досудебное расследование. Кто создавал фейковые аккаунты от моего имени? Кто координировал эту кампанию клеветы? Откуда шли IP-адреса? Я, Валерий Табаков, готов сотрудничать в расследовании этих инцидентов, в расследовании этих преступлений. Я готов на любую экспертизу, хоть украинскую, хоть международную. Мне скрывать нечего. А те, кто 2 декабря 2025 года под присягой лгали на меня, пусть готовятся отвечать по всей строгости Уголовного кодекса. Ни ложь под присягой, ни провокации русского мира меня не заставят замолчать. Мы будем бороться до конца за правду, за закон и за справедливый суд. Для Вячеслава
Зинченко, несмотря ни на что. Спасибо каждому, кто остается на стороне Украины, на стороне правды и на стороне справедливого суда. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.